Здравствуйте! Я рада приветствовать вас на канале «Творчество для всей семьи». Сегодняшний мастер-класс для младших детей. Я покажу, как нарисовать картину на тему осень без кисточки и карандашей. Для работы понадобится бумага для рисования, губка для мытья посуды, тарелка, листья не засушенные, газета, краски лучше гуашь, у меня акриловые, прозрачный пластик. Делаю шаблон. На готовый рисунок накладываю пластик и обвожу маркером. Пластик можно заменить тонким картоном от упаковки. Вырезаю. Все. На этом работа взрослого заканчивается. В этой технике очень важно использовать небольшое количество краски. Окрашиваем постукивающими движениями сверху вниз. Не размазываем краску, как бы впечатываем ее. У листика определяем более фактурную, негладкую сторону, там, где выделяются прожилки. Набиваем небольшое количество краски сверху вниз. Прикладываем к листу бумаги и очень сильно прижимаем. Для детей лучше взять более крупные листья, с ними будет легче работать. Как вариант, на отдельном листе даем ребенку сделать много отпечатков, затем выбираем самые удачные, вырезаем и приклеиваем их над вазочкой. Ватной палочкой штампую украшение для вазочки. Осенний букет готов. Из картошки делаю штамп. Намечаю контуры листа. Вырезаю ножом по контуру, затем срезаю лишнее по периметру. Для дерева вырезаем шаблон. Можно это сделать из тонкого картона от упаковки. И все. На этом ваша помощь ребенку закончена. Набиваем очень небольшое количество краски на штампик, иначе будет скользить по листу. И штампуем столько листиков, сколько душе угодно. Да, можете еще предложить ребенку сделать бумагу для упаковки подарков этим же штампиком.
Осеннее дерево готово. А теперь осенний пейзаж. Мелками делаю фон для пейзажа. При помощи шаблона набиваем несколько деревьев. Кусочек газеты сминаю и плотно сворачиваю. Можно также использовать и фольгу. Макаю в краску и набиваю сверху вниз. Естественно, все это делают дети. Когда я снимала это видео, пришла моя сестра и сказала, что ей тоже хочется. «Будешь делать со своими внуками», – сказала ей я. Осенний пейзаж готов. Обычно в детском творчестве не так важен результат, важен сам процесс. И вы всегда похвалите вашего ребенка, что бы он ни сотворил. В этой же технике печати очень важен результат. Когда ребенок заканчивает и видит результат своей работы, он просто в восторге от того, как у него здорово получилось. Это повышает уверенность в себе и поднимает самооценку. Напишите, понравилось ли вам это видео, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я думаю продолжить эту важную рубрику, у меня очень много идей. Я очень прошу, напишите, на какую тему или мотив вы бы хотели увидеть следующую работу. Я предполагаю снять видео по работе с тканью для самых маленьких детей в этой же технике. Увидимся!